Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сделать обзор на баскетбольные кроссовки Adidas DM7. Поехали! Как заявляет производитель, подошва выполнена из ультралегкого пеноматериала Light Strike для упругой амортизации. Но легкими, к сожалению, это их не делает. В размере 8,5 US кроссовки весят 423 грамма. При этом сами кроссовки на ноге не ощущаются тяжелыми. С данной технологией я очень хорошо знаком, так как последние полгода моими основными уличными кроссовками являлись DM6. Как по мне, данная технология предназначена для легких игроков или ребят с прыжком менее 70 см. Здесь вы получаете отличное чувство корта, но при этом недостаточную амортизацию при больших ударных нагрузках. Данные кроссовки отлично подойдут защитникам и легким форвардам. В волейболе же отличным вариантом они будут для связующих. Так, например, в питерском «Зените» в них играет связующий Антуан Бризар. При росте в 196 см он очень хорошо себя чувствует в них на тренировке. Но ключевым моментом здесь является на тренировке. Я специально посмотрел, на играх он использует другие кроссовки. Поэтому при выборе седьмых демов важно, чтобы вы понимали, они дают отличное чувство корта и умеренную амортизацию. Советую досмотреть данное видео до конца, там будет небольшая вставка с мнением профессионального волейбольного игрока сборной России и клуба «Зенит» Санкт-Петербург о долговечности кроссовок. Если же ваши колени очень сильно устают после тренировок от недостаточной амортизации, советую присмотреться к 18-м Лебронам и к новым 4-м Вайнотам. Эти и другие баскетбольные кроссовки вы можете приобрести в интернет-магазине Funky Dunky. А по моему специальному промокоду вы получите скидку 15% на любые кроссовки и аксессуары к ним. Действие промокода ограничены. Подробности вы найдете в описании. Теперь поговорим на тему комфорта и посадки. Верхняя часть кроссовка выполнена из прочного текстильного материала с перфорацией для легкости и вентиляции. Сами кроссовки рассчитаны на широкую стопу, и поэтому даже при плотной шнуровке у меня оставалось еще порядка сантиметра свободного пространства внутри кроссовка, так как моя стопа очень узкая. В пяточной части находится обширное количество набивочного материала для защиты вашего ахилла и плотной фиксации стопы. Шнуровка представлена 6 петлями, 2 из которых вшиты во внешнюю часть кроссовка и 4 петли, которые вшиты напрямую в подошву. И как по мне, это решение очень странное. Так, например, в 6-х деймах петли были прошиты широкой лентой, благодаря чему фиксация была более плотной и натяжение кроссовка в данных местах не ощущалось. Здесь же эти петли напрямую пришиты вот этим тросом, и поэтому 3-я и 4-я петля очень сильно ощущаются при плотной шнуровке. Но в принципе данный недуг с легкостью компенсируется наличием толстых баскетбольных носков, например, таких как Nike Elite, которые я также приобрел в интернет-магазине Funky Dunky. И, кстати, промокод на них тоже действует, поэтому если вы давно задумывались о покупке хороших игровых носков, настоятельно рекомендую. Стелька в кроссовке не вклеена, и если есть необходимость использовать ортопедические, то вы без проблем сможете их поменять. На язычке кроссовка расположен именной логотип Дейма, который можно увидеть под определенным углом через некое подобие пчелиных сот. И так как данная расцветка посвящена китайскому Новому году, на боковой вставке вы можете наблюдать иероглиф, обозначающий год быка. Седьмые деймы являются мидкатами, то есть кроссовками средней высоты, но при этом половина пяточного стакана имеет мягкую конструкцию, дающую скорее комфорт, чем дополнительную фиксацию, поэтому я бы сказал, что эти кроссовки являются низкими. 3 резиновых троса, расположенных вокруг пятки, носят чисто декоративный характер. Ну а теперь переходим к самому интересному, и это тракция. Не раз в комментариях под видео я встречал просьбы с тем, чтобы я тестировал кроссовки и на пыльной поверхности. И именно эти кроссовки мне удалось протестировать на самой запыленной поверхности, которую мне удавалось до этого видеть. Предварительно размявшись в этих кроссовках и нацепляв на себя всю пыль, которая была в этом зале, я решил проверить тракцию. И мой вам вопрос, вы когда-нибудь видели проскальзывание длиной в 1 метр? Если нет, то смотрите. И это не мои претензии к деймам. В тот день кроссовки скользили у всех. После этого я протер кроссовки и решил проверить тракцию повторно, и чуть не сломал себе ногу. Это говорит нам о том, что они отлично чувствуют себя на пыльном покрытии. Важным моментом здесь является то, что вы должны следить за своими кроссовками. Если по какой-то причине вам приходится играть в пыльном зале, то обзаведитесь мокрой тряпкой, чтобы при необходимости протирать свои кроссовки. Если хотите, я могу записать отдельное видео о том, как я борюсь с проскальзыванием в пыльных залах. Поэтому, говоря о тракции в DM7, хочу сказать, что она здесь просто безупречная. Рисунок в виде молнии отлично справляется со своими задачами. Но при этом, играя в настолько пыльных залах, в которых вы можете без проблем пальцем нарисовать смайлик на полу и его будет видно, данная подошва очень быстро набирает на себя пыль, и появляется необходимость протирать подошву чуть чаще, чем обычно. Ну а теперь, как и обещал, небольшая вставка с мнением профессионального волейбольного игрока о кроссовках. И после его слов я внесу небольшие пояснения. То есть как часто ты их менял? 2,5 месяца.
Это вообще, в принципе, все кроссовки или конкретно? Ну, я да, потому что у них подошва как бы сделана так, что она, в принципе, мягкая, сам материал мягкий и так далее, но он очень быстро изнашивается и теряет свои свойства вот именно, ну, смягчения, потому что я вот после 2 месяцев интенсивных тренировок и игр в одних кроссовках уже приземляюсь с блока или с атаки и отбиваю уже, ну, вот только чувствую, как больно большой подушечки под пальцами уже, все, я сразу меняю, потому что, ну, больно. Ну и текущий рост, вес? 2,7 роста и 90 веса. Спасибо большое тогда. Да, не за что. Спасибо. Данная вставка здесь присутствует для того, чтобы вы понимали, в зависимости от вашего уровня влияет то, как долго прослужат вам ваши кроссовки. То есть профессиональный игрок с весом в 90 кг умудряется за 2,5 месяца довести до состояния непригодности кроссовки стоимостью в 20 тысяч рублей, но при этом продолжает их покупать, так как они его устраивают в игровом плане. Для понимания, речь шла о кроссовках Asics Metarise. Само собой, кроссовками можно пользоваться и 3, и 5 лет, но речь здесь идет о том, что технологии, которые в них изначально заложены, теряют свои свойства, и вы продолжаете в них тренироваться в ущерб своему здоровью. Конечно же, нет смысла нас с вами сравнивать с профессиональными игроками, это все-таки их работа. И наверняка за 2,5 месяца интенсивных тренировок их объем нагрузки на кроссовки сопоставим с нашим годом, а то и 2. Ну и подводя итог по DM7, хорошие ли это кроссовки? Однозначно да. Они определенно найдут своего покупателя, самое главное учитывать все те нюансы, о которых я сказал ранее. Как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поставить ему лайк, оставить комментарий и поделиться с другом, так как это самые важные показатели для продвижения видео. Ну и какой же обзор без Саймона?